Добрый день! В этом видео я расскажу о том, как представляли себе загробную жизнь и загробный мир древние египтяне. Для начала надо сказать, что все эти представления относятся к периоду цивилизации, а о том, что было раньше, сведений нет. Ученые лишь предполагают, как развивались идеи, используя метод аналогии. Итак, история про загробный мир начинается со смерти. Грустного с нашей точки зрения момента, но у египтян все не так однозначно. Тело умершего превращали в мумию. Способы были разные. От естественной мумификации, высушивания в песках пустыни, до сложной процедуры, когда, по описанию греческого историка Геродота, вынимали внутренности, обмазывали тело бальзамами, отсюда второе название процесса – бальзамирование, затем помещали в соль на 70 дней, потом обертывали полостками ткани, на лицо наносили глину и расписывали. Представили себе сейчас такую классическую мультяшную мумию? Процедуру бальзамирования контролировал бог Анубис. Его изображали черным шакалом, дикой собакой или человеком с головой шакала или собаки. В предыдущем видео я уже говорила, что такое изображение богов – наследие первобытного тотемизма. Так богиня Бастет изображалась с головой кошки, Таурт – бегемота, Сехмет – львицы. Это называется зооантропоморфизм. Анубис сделал первую мумию, и с тех пор создание всех мумий – это его ответственность. Он же следит за правильным размещением вынутых у покойного внутренних органов. Если сердце возвращают в мумию, то для желудка, легких, кишков и печени с 3-го тысячелетия до нашей эры есть специальные сосуды – канопы. Это кувшины, символизирующие детей бога Гора. О нем я расскажу чуть позже, а пока о его сыновьях. Крышки сосудов делались похожими на этих богов. Амсет с головой человека хранил печень и располагался у южной стены. Хапи с головой павиана хранил легкие и ставился у северной стены. Дуамутеф с головой шакала хранил желудок и располагался у восточной стены. Кибексинуф с головой сокола хранил кишки и ставился у западной стены. Кстати говоря, мозг древние египтяне извлекали крючками через нос, по утверждению того же Геродота, а потом выкидывали, как не особо ценный орган. Каждый из детей Гора еще и символизировал 4 важнейшие сущности, которые оставались после смерти человека. Кибексинуф – мумию, Хапи – сердце, Дуамутеф – ба, Амсет – ка. Древние египтяне верили, что у человека несколько сущностей. Кроме тела Хат, которое после смерти становилось мумией, Сах, есть еще имя, Рен, тень, Шунт, сердце, Иб и 3 души – Ах, Ба и Ка. Строго говоря, это не души, но не имея более подходящего термина, обычно используют этот. Сам факт веры в существование нескольких душ, принадлежащих одному человеку, не должен вас удивлять. В видео про первобытные верования я уже говорила о подобном. В древнеегипетской религии эта идея получила дальнейшее развитие и конкретизацию. Ах появлялась в тот момент, когда Анубис накладывал руки на покойного и выпускал ее. Это загробное воплощение человека, которое едино с телом, но после смерти отправляется на небо, а тело под землю. Ба – это жизненная сила, которая с наступлением смерти птицей вылетала из тела. Она обитает в гробнице, но может вселяться в животных или отправляться в загробный мир к умершему. Ба должна есть и пить, и для этого в гробнице оставляли пищу и питье. У богов тоже есть ба, их священные животные, например, крокодил у Себека. И это еще одно наследие первобытного тотемизма. Ка – самая главная часть человека, двойник. Она появлялась с рождением, влияла на судьбу, а смерть наступала в тот момент, когда Ка выходила из тела. Именно она отправлялась в загробный мир. Для нее сохраняли мумию, в которую Ка возвращалась, или хотя бы статую, имеющую портретное сходство с умершим. Если их уничтожить, то двойник погибнет. Ей оставляли в гробнице не только еду и питье, но и вещи, нужные для загробной жизни. Самая страшная казнь была с уничтожением тела, когда, например, отдавали на съедение крокодилам, потому что так наступала окончательная смерть, без возможности попасть в иной мир.
Стоит добавить, что все эти души в ранние периоды принадлежали только богам и фараонам, и их было по нескольку, но позднее стали неотъемлемой частью всех людей. Итак, Ка направилась в загробный мир. Преодолев разные препятствия и избежав нападения чудищ, она попадает на суд Азириса. Прежде чем продолжить путешествие души, я расскажу вам про бога Азириса, одного из важнейших богов Древнего Египта и правителя загробного мира, по крайней мере в эпоху Среднего и Позднего Царства. Сначала Азирис был богом растительности. По легенде, он правил Египтом, а брат Сет ему завидовал. Такой классический сюжет. Добавлю к этому, что у Сета были и другие поводы недолюбливать Азириса, ведь тот наставил рога брату с его женой Нефтидой, породив Анубиса. В прошлом видео я рассказывала про Гелиопольскую Энеаду, где бог Ра породил Шу и Тифнут, у них родились Геб и Нут, а у тех, в свою очередь, Азирис, Изида, Сет и Нефтида. Так вот, Сет, бог пустыни, однажды собрал заговорщиков и пришел на праздник с богато украшенным саркофагом. Он объявил, что подарит саркофаг тому, кому тот придется впору. Представьте себе какой-нибудь шумный праздник, например, встречу Нового года. Если бы кто-то из гостей пришел туда с гробом, даже очень дорогим и красивым, вряд ли бы его стали всерьез примерять. Скорее, все были бы неприятно шокированы и разошлись в разные стороны. А диджей включил бы веселенькую музыку, чтобы сгладить ситуацию. Но совсем не такие нравы были в Древнем Египте. Гости с большим энтузиазмом стали примерять саркофаг, и, конечно, он никому не подходил. А когда очередь дошла до Азириса, и он удобно устроился внутри, заговорщики захлопнули крышку, заколотили и выбросили в Нил. Супруга Азириса Изида нашла тело. Анубис его забальзамировал. Это и была та первая мумия, которую он сделал. Но предварительно жена зачала от мертвого мужа. Есть еще версия, что Сет порубил тело Азириса и раскидал по всему Египту. Изида собирала его по кускам, долго не могла найти последнюю часть, половой орган, но когда собрала, зачала. И не удивляйтесь, пожалуйста, этому факту, ведь речь идет не о людях, а о богах. Так в Древнем Египте возникла идея непорочного зачатия. Изида родила Гора. Я уже упоминала его детей, которые хранили внутренние органы умершего человека. Когда он вырос, то, конечно, решил вернуть трон, который незаконно занял его дядя. Во время борьбы Гор сначала потерпел поражение, наверное, из-за молодости и неопытности. Сет вырвал у него глаз, но потом сын Азириса победил, забрал глаз, дал его проглотить своему отцу, и Азирис ожил. Однако не захотел оставаться фараоном на земле, передав это право сыну, а сам стал правителем загробного мира. Азирис – это воскресающий и умирающий бог. Как и вся природа, осенью он умирает, а весной оживает. Его изображали зеленым, цвета весенней природы. Но умирает он в земном мире, а воскресает для загробной жизни. Эта его особенность давала надежду каждому человеку, что после смерти он тоже отправится в иной мир. Азирис – глава загробного суда, на котором решения принимаются в зависимости от моральных качеств умершего. Эта идея впервые формируется именно в Египте, но получит развитие в самых различных культурах древнего мира. Итак, душа Ка попадает на суд. Представьте себе, вы потеряли сознание. Потом пришли в себя, и тут вас спрашивают: ты убивал? Ты крал? А вы ничего понять не можете. Где вы? Что происходит? Наверное, примерно так себя чувствовала Ка, выпав из привычного земного существования и попав в загробный мир. Понимая это, древние египтяне облегчали душе задачу. Они складывали в захоронение шпаргалку. Это текст 125 главы Египетской книги мертвых, так называемой отрицательной исповеди. И когда на суде задавали вопросы из этого текста, умершему нужно было все время отвечать «нет». Книга мертвых, или правильнее, главы о восхождении к свету, это магические заупокойные формулы.
Самые древние относятся к текстам пирамид и были найдены на стенах гробниц фараонов. В переходное время такие тексты писались на саркофагах вельмож, тексты саркофагов, а позже их стали писать на папирусах и класть на грудь мумии умершего. Этот сборник составлен из множества противоречивых текстов и насчитывает более 180 глав. Кроме отрицательной исповеди, обязательным было взвешивание сердца на весах богини Маат. Помните, в начале видео я говорила, что сердце возвращали в мумию? Египтяне верили, что сердце хранит информацию обо всем, что человек сделал в жизни хорошего и плохого. Хорошее делало сердце легким, а плохое тяжелым. Кстати, даже в нашей культуре сохранились похожие понятия. Легко на сердце говорят про человека, у которого нет тревог и опасений, а камень на сердце про того, кто чувствует себя виноватым. Сердце складывали на одну чашу весов, а на другую перо богини Маат. Она отвечала за истину, закон и справедливость. Равновесие означало, что умерший оправдан и отправляется дальше, но если сердце было тяжелее, душу умершего съедало чудовище Амт, гипопотама, крокодила, лев. И это было окончательной смертью того, чего египтяне боялись больше всего. Они придумали способ обойти взвешивание. Во время мумифицирования на сердце складывали амулет в виде жука-скоробея с магическим заклинанием «Сердце, не свидетельствуй против меня». Египтяне верили, что жук, который катит с востока на запад, тем самым повторяя путь солнца, свои навозные шарики с яйцами потомства до тех пор, пока они не созреют, связан с возрождением в ином мире. По другим версиям, души, оказавшиеся тяжелыми, отправлялись в Дуат, страну мрака, глубокую, темную и бесконечную преисподнюю, из которой исходят ключи Нила, или становятся демонами в свите Сета. Результаты взвешивания сердца записывал владыка времени, бог Луны Тот, супруг богини Маат. В Древнем Египте придумали множество магических амулетов, чтобы добраться до вожделенного загробного мира. Это и Анх, ключ вечной жизни, и глаз Гора, тот самый, который ему вырвал дядя, и росписи стен гробниц, а еще магические формулы, в которых умерший как бы прикидывался богом, говоря «Я Атум», «Я Ра», «Я Азирис» и так далее. Поэтому уникальная идея суда над умершими по их моральным заслугам обесценивается. Душа, оправданная на суде Азириса, отправлялась на поля Иалу. Это самая плодородная земля, на которой ячмень растет высотой в 4 локтя, полба высотой в 9 локтей, где множество еды и напитков. С учетом того, что локоть – это примерно полметра, то получается лес из зерновых. Иалу окружает стена из бронзы, поля свободны от всего нечистого. Но есть небольшая проблема. Там нужно работать, пахать, сеять, поливать и так далее. Иначе расти ничего не будет. Однако, если покойник был состоятельным, то в его гробницу кладут фигурки работников, ушепти, которые выполняют все вместо него. В ранний период Иалу предназначались лишь для бога Ра и умершего фараона и размещались на небе. А позднее их переместили под землю и расширили круг жителей. Представления о полях Иалу – это древние и широко распространенные представления о загробной жизни как о продолжении земной, где всеми благами в загробном мире пользуются только те, кто обладал ими и в земной жизни. Говоря о Древнем Египте и представлениях о загробном мире, невозможно обойти вниманием еще одного воскресающего и умирающего бога и одного из главных богов пантеона – бога солнца Ра. Если Азирис умирает и воскресает ежегодно, то Ра ежедневно, потому что по одной из версий вечером его пожирал змей Апоп. По другой, более популярной, днем Ра плывет по небесному Нилу в барке Манджет, а вечером пересаживается в барку Месектет и спускается в преисподнюю. Там он плывет по подземному Нилу, сражается с Апопом, а утром снова меняет барку. Египтяне верили в победу Ра, но никогда не знали точно, наступит завтрашний день или нет. Пока бог солнца плавал под землей, на небе его заменял бог луны Тот. Прежде чем снова отправиться на небо, Ра совершал омовение в озере на полях Иалу.
Когда начинался день, умершие выходили из своих гробниц, чтобы погреться, а некоторые удостаивались чести попасть в солнечную лодку. Египетские представления о загробном мире вобрали более древние тотемические и фетишистские верования, но и создали новые уникальные идеи, получившие развитие в других мифологиях и религиях, а именно умирающий и воскресающий бог, непорочное зачатие, поля Иалу как прообраз рая, суд над умершими, оценка моральных качеств человека, определение судьбы умершего по результатам суда, наличие нескольких душ, путешествие в загробный мир и возвращение из него для Бога. На сегодня, пожалуй, все. В следующем видео я расскажу об искусстве Древнего Египта, которое было тесно переплетено с религиозными представлениями и верой в загробный мир. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь в соцсетях. Спасибо вам за внимание.